17 апреля, что по битку, шорт тянул. Я напоминаю, тяну шорт уже неделю. Я говорил, что с добором. Сегодня вторая была точка добора. В вкладке сообщества я публикую сантимент. Досмотрите до конца, вы все поймете, что я жду по битку. Нажимаете на паузу, я вам сейчас покажу, какой сантимент. Вот раз, это у нас что? Это у нас то, что сегодня мы видим, что 4 дивергенции за снижение, за рост 0. По сантименту за рост 27 блогеров, за снижение 10. Так, с этим разобрались. Дальше покажу. Я ценю ваше время, я сделал такой отчет, чтобы вы нажали на паузу и проанализировали. Так, это то, что сегодня ночью я нашел. Это 87 источников, это за вчерашний день. 87 видео. Здесь 42 за рост, за снижение 26, за рост дивергенции 4, за снижение 9. С этим понятно. И еще один отчет. В 22 году, август, видите, да, мы то же самая ситуация. Фонда росла, биток рос, все пробило месячный ценовой уровень, и аналогичная ситуация была. Так, и что мы видим? За рост дивергенции 0, за снижение 1, за рост 7, дивергенции за снижение 4. То есть тогда, ну, понимаете, где-то что-то я не смог найти, потому что я просто написал на ютубе биткоин, обзор 14 августа. Напоминаю, я показываю, как работает большой капитал на больших таймфреймах на основе мультитаймфрейма. Я на одном графике показываю два таймфрейма. 106 разделить на 4 получается 27. Как это работает? Покажу свой индикатор, который приватный. Сейчас мы снижаемся, и цена снижается. То, что мы там выросли на 3-4%, это смешно. Нету никаких признаков накопления на старшем таймфрейме. Это 15 недель, либо 3,5 месяца. Когда нужно было продавать? Вот признак, первая медвежья дивергенция. Вот здесь мы сделали перехай, медвежья дивергенция есть. Дальше мы еще начали расти. Вот 27 дней таймфрейм показывал медвежью дивергенцию гистограмма MACD. И финальный перехай, также медвежья дивергенция, никуда не делась. Когда нужно было покупать? Нужно было покупать, когда в 2022 году у всех пугали, идем на 8 тысяч, на 4 тысячи. Вот здесь у нас была высшая дивергенция. Видим, да? Мы вот тут на скане FTX упали, высшая дивергенция. Когда нужно было продавать? В 2021 году вот было первая медвежья дивергенция, ну и тут уже такое. Тут уже мы уже начали падать, но тут был четкий сигнал. Если мы на 106-дневном таймфрейме вот здесь растем, как бы, да, синхронно идет цена, но 26-дневка говорит: нет, друзья, нужно фиксироваться и дальше без нас. Вот тут сейчас я вам показал аргументы, что я не вижу никаких накоплений и роста. Это просто отскок, коррекция от этого падения. Дальше, таймфрейм 53 дня. Здесь у нас light таймфрейм, меньший временной период, 13 дней. Вот здесь у нас 13-дневка, мы обновляем вот эту свечу, гистограмма, да, а цена просто стоит. Это смешно, это скрытая медвежья дивергенция. Тут вот уже на 53-дневном более такие явные точки для скальпинга можно, ну, не для скальпинга, а там на 5-6 дней позиций. Вот здесь мы растем, да, тут все в тренде. А потом мы вот уперлись, и вот тут уже была медвежья дивергенция. Тут нужно было шорт брать локальный там на 5-6 дней, на 2 недели. Дальше, вот здесь у нас перехай, медвежья дивергенция. Дальше, в 2025 году в конце, вот тут у нас перехай, медвежья дивергенция. Еще раз перехай, еще раз медвежья дивергенция. И мы были экстремально в отрицательной зоне на 13-дневке. То есть понятно, да? Эти индикаторы можно абсолютно бесплатно получить. И досмотрите до конца. В конце я покажу, как эти индикаторы можно получить, и покажу табличку вам от 1 минуты до 30 дней на одном графике. Вы сможете понять, есть ли у нас дивергенции. И это у нас 22 год, когда нужно было покупать. Мы вот здесь снизились, если эту цену сделать по делам, то она будет вот так вот снижаться. Высшая дивергенция. Дальше мы еще раз обновили вот эту свечу новая, да, высшая дивергенция. И на скаме FTX третья высшая дивергенция. Когда в 2021 году. Вот медвежья дивергенция, перехай весной, потом запрет майнинга, потом скрытая медвежья дивергенция. И вот здесь мы сделали финальный перехай. И 53-дневная свеча уже показывала медвежью дивергенцию. Она присутствует. С этим разобрались. Понятно, да? Тут тоже нет никаких признаков накопления. Чтобы было накопление, нам нужно в теле гистограммы, вот как здесь, показать бычью дивергенцию. То есть нам нужно обновить вот этот лой. Готовьтесь и не будьте в эйфории, потому что мы не можем все время расти. Так, и дальше таймфрейм. 2 дня, двухдневной таймфрейм, биткоин. Что мы видим? Мы видим, что у нас медвежья дивергенции присутствует. Мы обновили, да, там Трамп объявил, что уже все, он победил всех. Вот здесь у нас перехай. Мы чуть выше вышли на 2-3%, уже все. Вот тут у нас 12-часовка показывает медвежью дивергенцию, и на двухдневке также медвежья дивергенция. Видите, да? Вот это зеленый, это уровень, который автоматически формируется. Там специальная логика, то видим, что ну, есть медвежья дивергенция. Она присутствует по гистограмме и по 12-часовке. Только что мне не нравится, что у нас 30-ка идет синхронно. Ну, это компенсируется тем, что у нас здесь медвежья дивергенция и по 12-часовке. И также немаловажно, у нас объем также показывает медвежью дивергенцию. То есть тут у нас все росло, мы тут снижались. Но тут сейчас идет повышение объема. Но если смотреть вот с этой ситуации, то вот так вот медвежья дивергенция.
Понятное дело, что мы с текущих не упадем, мы будем сейчас флетить, будут выбивать вот этих всех шортистов. Я вам сейчас в конце покажу, как это было в 2022 году. Я это повторял уже целую неделю. Так, тут понятно, медвежьи дивергенции присутствуют. Давайте посмотрим на таймфрейм один день. На дневке у нас на 6 часовке есть медвежьи дивергенции. По объему что у нас тут? Объем у нас показывает, медвежьи дивергенции есть. Это дневной таймфрейм. Даже если мы закроемся через 6 часов, то, я думаю, сохранится медвежья дивергенция по объему. По текущей свече она уже закрыта. Вот тут есть медвежья дивергенция. Тут понимаем, да, что по объему у нас слабость. Дальше смотрим по индикатору. По индикатору мы видим, что здесь какой-то рост уже есть. Все идет синхронно. Так, что я делаю, что я не могу. Все идет синхронно. Цена растет, индикатор растет. Вот тут была медвежья дивергенция, мы ее сломали и посмотрим, как мы закрыемся. Потому что то, что мы сломали, я вам показывал свою табличку, в конце сейчас покажу ее. Вот в табличке была дивергенция, но мы закрыли раз свечу, два свеча закрылась. И если мы перебиваем цену, то вот эта дивергенция ломается, и она в табличке не должна отображаться. То есть это страховка. Ну, тут видим, по объему у нас медвежья дивергенция, и внутри 6 часовки уже формируются медвежьи сигналы. Дневка пока смотрит в рост. Так, с этим разобрались, смотрим на 6-часовка. 6-часовка тут печальная, даже мы обновили по цене вершину, да, вот тут мы обновились, объем у нас показывает, что идет распределение, объем у нас подкрасился фиолетовым цветом, это значит, что скользящая средняя тридцатка ниже 200, и это негативно. Так, тут понятно, да, и по объему, и по индикатору медвежьи дивергенции здесь не сломались. Вот, я рисовал сегодня ночью, даже вот так вот тоже ничего не сломалось. Мы не перебили вот эту... Так, мы не перебили вот эту вершину по индикаторам. И по 90 минутке также вот так вот медвежья дивергенция. Так, с этим разобрались. Давайте посмотрим на табличку в конце. И уже я покажу то, что я ждал 2 недели. Так, что нам табличка говорит? От 1 минуты, так как я и говорил, до 29 дней. У нас тут сейчас рисуются скрытые бычьи дивергенции. 11 часов – это задержка 1 бар. 11 часов скрытой медвежьей дивергенции и 11 минут. Ну, это в пользу боковика. Будем стоять, боковик, и будут, может, еще обновлять хаи локально. Ну, будем флайтить и чуть выше пойдем. Вот так вот. Это у нас задержка 1 бар, это задержка 2 бара. И тут тоже у нас эти сигналы более сильные. Тут вот на 6 часах скрытые бычьи, 8 часов, 10 часов. Ну, это в пользу боковика. И вот 11 минутка. То есть с текущих шортить то не в позиции, то можно, но учитывайте не на все брать, а еще нужно будет добирать, потому что пока я не вижу, чтобы мы с текущих падали. Так, и это старший 32, 100 дней, тут нету ничего. Ну и давайте к локалке. Локалка у нас 2 часа, вот у нас ничего не обновилось по дивергенциям в плане того, что не сломалось. Вот мы сделали перехай, а цена, индикатор не показал этот перехай ни по MACD, ни по скользящей средней 30. И также гистограмма показывает медвежий сигнал. Сейчас вообще вот 30 минутка ушла на коррекцию. Вот тут вот вчера была бычья дивергенция, и вот тут мы сделали рывок. Так, по уровню волатильности мы пришли к белому уровню волатильности, и тут стоит ожидать либо какой-то откат, либо с текущих упадем. Вообще на 40, на 50. Ну, я думаю, сначала на 50, а потом на 40, там уже, может, под осень. Это понятно, да? Вот это сопротивление, то есть вот это уже сильная перегретость. Мы вот здесь тоже ударились, потом чуть пофлетили, еще раз увалились, сняли вот эти хаи, и потом уже сделали коррекцию. Сейчас будем наблюдать. По индикатору я вам показал, что медвежья дивергенция. А ну давайте посмотрим, как вот здесь было, когда мы тоже ударились в уровень волатильности. Ну, тут видите, тут оно все сломалось. Тут вот мы сделали тут перехай, вот тут видите линия, вот это было тест белого уровня. Вот тут мы все сломали абсолютно. Сейчас мы ничего не сломали. Мы держим всю вот эту структуру, мы ценой выросли, а индикатор стоит. Разве что объем мне не нравится, что объем показывает, что да, объем тут синхронно с ценой ушел. Я думаю, на выходных будут лимитками большой капитал разгружаться, потом, когда они лимитками разгрузятся, потом будут бить по рынку, что там одна свеча, там 5%, вторая свеча 3%, ну, короче, будет быстрое снижение. А пока будем тошнотно флетить. Так, и давайте 12 часовка. На 12 часовке тоже ничего не сломали. Вот медвежья дивергенция не присутствует. И MACD, вот скажете, да, но MACD у меня, для MACD создана вот эта скользящая средняя, она показывает, что это истинный сигнал, а MACD показывает ложник. Оно выросло, а 30-я скользящая не выросла. И объем показывает у нас медвежью дивергенцию. Видите, да, мы выросли, а у нас медвежья дивергенция присутствует. И вот за эту зону я говорил пару недель, а неделю я уже ищу точку входа в шорт. Я говорил, что вот здесь будет вторая точка набора в этой медвежке. Первая у нас точка уже была. Давайте я переключу на 2 дня, чтобы было лучше видно и быстрее было мотать, потому что видео и так уже затянулось. Вот это у нас была первая зона. Мы, так, стоп. Первая зона, это было 13 января в этом году. Мы ударили месячный, первый был тест, мы откатились и второй раз не смогли пробить. И вот тут
по рынку хорошо так распределили, и цена снизилась. Это была первая зона. Давайте посмотрим, как это было в 2022 году. Таких зон у нас было три. Первая зона у нас была в 2022 году, вот, зимой, весной, вот тоже мы размесячный, одна свеча была двухдневка, потом открылась вторая двухдневка и начали снижаться. Это вторая зона, первая зона, вторая зона, вот то, что я на скриншоте нашел парсинг мнений на ютубе. Вот это была вторая зона, это у нас был, что? Это третья, это скам FTX, вот лето, вот 14 августа мы начали снижаться, 15 августа, как раз вот тут я скриншот, нажимайте на паузу, нашел видео и сделал сантимент по, вот август 2022 год, вот это, то у нас в 22 году было две зоны. Вот вторая зона была, но тут видите, раз была свеча, вторая свеча и третья свеча, это двухдневка. То есть мы тут 6 дней стояли и не могли это пробить. Ну, был какой-то откат, все, мы идем на шорты, типа оно их выбило, и потом уже начало идти. И третья зона, это была зона на скаме FTX. Вот, сейчас я покажу вам, чтобы видели, вот 5 ноября, и вот здесь раз свеча, два свеча, и начали снижаться. Я думаю, что то же самое у нас будет, ну, так быстро не дадут набрать шорты, и мы будем долго стоять возле этих хаев. Я уже, если честно, устал. Это вот первая свеча. Сколько тут роста, сейчас посмотрим. Ну, 2%, 1800 пунктов, ну, уже 1400 пунктов. Ну, короче, это такое смешно, что мы выросли на такие смешные проценты, а уже перегретость по индексу страха и жадности. В общем, все. Лайк, подписка, индикаторы эти можно получить абсолютно бесплатно. Просто зарегистрироваться по моей ссылке, и кучу плюшек вы получите в подарок.